Самая яркая неделя для грузинского футбола в 2025 году. Микаутадзе, Китаишвили, Гочелеишвили, Изивзевадзе. 4 футболиста сегодня отметились забитыми мячами. Квара опять подпрыгнул и сделал красиво. И еще очень много голевых передач и разных событий. Поэтому не сидим, погнали. Да, друзья, признаюсь, снова не планировал я сегодня ночью записывать ничего иного, как какую-то аналитику по Хвичи Кварацхелии, но так уж случилось, что весна настоящая в грузинском футболе, все прекрасно просыпается, и просыпаются грузинские футболисты, которые, кстати, совсем скоро направятся в Ереван, и там будет матч Армения-Грузия, первый стыковой матч в рамках плей-офф Лиги Наций, и я буду на этой игре, буду делать для вас репортажи, и следующий выпуск уж точно будет из Еревана, поверьте мне, во вторник я вылетаю и в среду сделаю большое превью, поэтому подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, будет много интересного. Но мы давайте перейдем к событиям выходных, что у нас вообще было. Ну, конечно же, главное событие это Микаутадзе. Что сотворил этот парень? Леон играл, казалось бы, обычный матч против Гавра, ну, каких много было в карьере того же Микаутадзе, но Микаутадзе остался в этом матче в запасе. Леон быстро забил с пенальти, но потом что-то пошло не так, пропустили с пенальти, и в концовке тайма пропустили еще и второй. И представляете, вот заядлый аутсайдер, Гавр и счет 1-2. Ну, как будто бы Фонсека, который отстранен сейчас, не может находиться на скамейке запасных и управлять процессом, скажем так, напрямую. Наверняка он как-то донес идеи до футболистов, может быть, там какие-то потайные ходы были, в раздевалке даже с ними пообщался, но Микаутадзе на второй тайм выпускать не стал, Ляказет, Фофана, никто ничего сделать не мог. Ну и в итоге счет 1-2, уже остается там меньше 15 минут, и решил Фонсека, что ну, к черту, а выпущу я Микаутадзе, грузинского нападающего. Ну и вот смотрите, что случается после выхода Микаутадзе. Посмотрите вообще, как блестяще Жорж обработал этот мяч. Он буквально одним касанием его остановил. И тут же этой же ногой, знаете, даже не ногой, а движением стопы, там, знаете, между этими касаниями, наверное, миллисекунды буквально, покатил мяч дальше на Фофану, тот счет сравнял 2-2. Ну а дальше случился шедевр. Я думаю, это лучший гол марта однозначно. Ну, в марте еще будет, конечно, один тур, вот у нас в конце марта. Но посмотрите, что происходит. Ляказет углового флажка делает подачу, там сгрудились футболисты Гавра, не знаю, что они делали, оставили Жоржа одного, а он так, знаете, рассчитал траекторию мяча и просто с касания всадил, что есть мочи. Мяч влетел прямо под перекладину, блестящий гол, красивый гол. It's like this, huh? It's like this. Ну и в завершении всего этого еще одна контратака. Видите, здесь Жорж, в общем-то, и сам мог пробивать. Ну, наверное, удобнее было отдать пас партнеру, что он в итоге и сделал. И так случился еще один гол. В итоге Леон выиграл 4-2. Жоржа назвали королем этого вечера. И ну, потрясающе, просто потрясающе. В Лиге Европы 2+2, здесь 2+1. И, конечно же, после матча французские журналисты спросили у Жоржа, что он обо всем этом думает. Давайте посмотрим, что он ответил. Один из лучших игроков матча, даже лучший, Жорж Микаутадзе, с отличным выходом на поле. Расскажи сначала о матче, прежде чем о своей игре. Долгое время было сложно, а потом, наконец, прорыв. Да, сложный матч. Они создали нам проблемы, мы не могли играть в свою игру, атаковать. К перерыву проигрывали 2-1. Потом мы сделали замены. Уже несколько недель запасные приносят свежесть, новый импульс. И сегодня это снова сработало. 2 гола, 2 передачи против Бухареста, прошу прощения. 2 передачи, гол сегодня. Ты сейчас в хорошей форме? Да, я в форме, это хорошо. Я из тех, кто много работает и мало говорит. Когда было сложно, я продолжал работать. Теперь, когда есть результат, это приятно. Надо продолжать работать и идти этим путем. Расскажи нам немного об этом необычном голе. Все думали, мяч ушел за пределы, даже комментаторы.
а он оказался в девятке. Да, я видел, как это случилось. Я не раздумывал, зная, что времени мало. В таких матчах команды все перед воротами. Сложно найти момент для удара. Как только появился шанс, я ударил, и получилось. Пятая победа подряд для Лойля. У Лойля все хорошо, важно было победить, зная о потерях очков соперников. Конечно, мы видели результаты. Не будем лукавить. Нам нужно было выиграть сегодня днем. Было сложно, но мы взяли 3 очка и очень рады. Ну, здесь, в общем, добавить и нечего. Раз уж мы начали с Франции, давайте еще раз поаплодируем Жоржу за такой перформанс и посмотрим еще, что с другими футболистами. Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе ПСЖ на матч против Марселя. Это такая не старейшая французская классика. Но, знаете, было какое-то вот, знаете, похмелье, что ли, вот о котором я говорил, такое футбольное похмелье после игры с Ливерпулем. Эмоций осталось мало. И Париж в своем стиле, как обычно, спокойно мяч раскатывал, создавал моменты. И посмотрите, какой красивый гол удался, в том числе проходил этот гол при участии Хвичи. Доннарума выносит мяч. Посмотрите на этот прыжок Хвичи. Головой он скидывает. Атака развивается, и там уже Дембеле остается делом техники. Посмотрите, как он там усадил всех на газон, пробил 1-0. Потом буквально уже в первом тайме случился и второй гол, 2-0. Марсель там один мяч отыграл, но в итоге 3-1. Хвича Кварацхелия на 70-й минуте был заменен. Ну, давайте честно, не так у него было много моментов, но я думаю, что и не надо ему было слишком надрываться в этом матче. Он свой уровень показал, были у него там забегания, за спину ему отдавали передачи. В принципе, сыграл он хорошо, но не прямо-таки, чтобы как-то невероятно ярко. Я думаю, что, учитывая, что сейчас будет перерыв еще, потому что в Армении, я напомню, у него перебор желтых карточек, поэтому он сыграть не сможет. Поэтому мы Кварацхелия теперь увидим только в следующее воскресенье во время игры в Тбилиси, где будет ответный матч Грузия-Армения. Надеюсь, что как раз-таки он будет максимально готов к этой встрече. Ну, о матче ПСЖ, наверное, больше нечего сказать. А вот у Зорико Давиташвили веселый был выезд в Монпелье. Там был принципиальнейший матч, где нельзя было никак уступать и даже в ничью играть. И это чувствовалось с самого начала игры. Там вот посмотрите, Зорико пошел в обводку, отдал передачу своему партнеру, дальний удар, мог мяч залететь, но здесь вратарь проявил чудеса. Потом все-таки Сент-Этьен забил первый гол, повел 1-0, но случилось такое несчастье с командой в концовке тайма, удаление, и казалось, что Монпелье может в игру вернуться. Во втором тайме они прям насели на ворота, были моменты, но как-то вот Сент-Этьен держался. И потом, смотрите, отличная контратака, мяч оказался у Зорико Давиташвили, он увидел Стасен, двигающегося тоже в сторону ворот соперника, отдал зрячую передачу, ну и там уже было делом техники для футболиста Сент-Этьена забить этот мяч. В итоге 2-0. Хотелось бы сказать, что игра так закончилась, но она не закончилась. Знаете, какие-то желтые СМИ вполне могли бы написать, что из-за грузинского футболиста начались беспорядки во Франции. Потому что именно после этого гола фанаты Монпелье не выдержали, они были просто в ярости, начали зажигать фаеры. Посмотрите, там какой-то черный дым, что там загорелось. Ну и организаторы решили не рисковать здоровьем футболистов и вообще, как бы чего не случилось на стадионе. Забавно, что, кстати, это было все за воротами Монпелье, то есть, в принципе, в своего вратаря кидали фанаты фаеры. Ну и в итоге матч был остановлен, не знаю, когда он будет доигран, но голевую у Зорико Давиташвили уже никто не отнимет. Давайте запишем в актив. Идем далее. Мне кажется, не менее важный матч для грузинской сборной, для грузинского футбола. Это игра Будузи-Взивадзе в Германии. Хайденхайм там терпит бедствие, нужно спасаться, нужно забивать. И вот был матч с командой Хольштайн. Кровь из носа тоже нужно было побеждать, так же, как у Зорико, я об этом говорил в прошлом выпуске. И вот посмотрите, такая, можно сказать, случайная передача, мяч оказался у Будузи-Взивадзе. Очень похоже на первый гол Будузи-Взивадзе за Хайденхайм, и мяч влетает тоже в ворота. Второй мяч Буду уже в этом сезоне, но удалось сопернику отыграться, счет 2-1. И посмотрите в концовке блестящий ассист Будузи-Взивадзе на третий мяч, 3-1, в итоге Хайденхайм побеждает. Отличный результат. Ну, не знаю, признали ли там Буду лучшим игроком матча, но по оценкам SofaScore у него все в порядке. Ну и видите, что и по статистике у него тоже все хорошо.
Еще кого хотелось бы выделить, это Георгий Кочарашвили, Леванте, которого продолжает бороться за повышение в классе. Знаете, что Эль Коче — это машина по-испански. И вот настоящей машиной называют Георгия Кочарашвили в Испании. Посмотрите, что он сделал. Кстати, не знаю, почему-то ему записали всего 1 ассист. Но вот давайте посмотрим первый гол. Видите, что он отдал передачу, потом партнер по команде прошел к линии штрафной, пытался пробить, попал в защитников и потом уже сам продолжил же эту атаку и в итоге забил мяч. Не знаю, почему это ассистом не считается, может быть из-за того, что был удар. Но давайте посмотрим второй эпизод. Уже при счете 1-1 хозяева отыгрались. Играли с Уэской, и вот здесь Кочарашвили, он с левого фланга блестящую передачу вырезал, ну, там просто партнер оставалось не промахнуться, защитники не дотянулись, и он уже расстрелял ворота, 90+1, Леванте выигрывает, и на первое место выходит, представляете, сейчас там, конечно, ужасно плотно в таблице, но Леванте вполне может выйти в примеру, и, знаете, может быть и стоит Георгию остаться в команде, если это случится. Ну, не знаю, насколько там тот же Спортинг будет для него более комфортным вариантом. Ну и говоря про Испанию, стоит еще выделить игру Георгия Мамардашвили. Да, не все у него просто, но, знаете, он такую цитату, кстати, сказал интересную, что после одного хорошего матча я не могу стать лучшим голкипером в мире, и после плохого я не могу стать худшим голкипером в мире. Ну, с этим можно согласиться, это безусловно так. И как прошел вот этот матч, который был в Валенсии, ну, сложно сказать. Валенсия забила первой, повела в счете. Потом Мамардашвили совершил какой-то сумасшедший сейв. Посмотрите вообще, как он там дотянулся. Я вообще в шоке. Человек-паук, кошка, как хотите называйте. Но просто я так руку не смогу вытянуть при желании. Не знаю, может кто-то из вас смог бы, напишите. И потом еще одна из атак хозяев. И у меня есть ощущение, что все-таки Георгий слишком далеко отошел с линии ворот, потому что он хорошо оттолкнулся, выпрыгнул. Посмотрите, вроде бы все было хорошо, но мяч все-таки за шиворот залетел, 1-1. Но было еще одно спасение в самой концовке матча, то есть могла Валенсия даже и проиграть, но в итоге все закончилось 1-1. Но меня в этой ситуации радует, что самое главное, главный тренер Валенсии доверяет футболисту, доверяет грузинскому вратарю. Ну и будем надеяться, что все у него будет хорошо. Вот еще одна загадка, конечно, появится ли он в старте в матче с Арменией, или там Санюрь, может, какие-то эксперименты предпримет, потому что многие из вас считают, что это матч товарищеский, я так не считаю, скажу сразу. Все-таки эта игра официальная и очень важная для обеих команд. Георгий Гочалишвили, который в Лондоне против Челси не играл, вот он вышел в старте чемпионата Дании на матч против Виборга. И посмотрите, какой забег он там вообще совершил в ходе одной из атак. Давайте сначала посмотрим гол. Здесь очень далеко до ворот, из-за штрафной. Не знаю, почему Георгий решил ударить. Видимо, его никто особо не встречал. И долбанул, что было мочи. Вратарь, видимо, момент удара не видел. Плюс удар был сильный, точно в угол. Так счет был открыт. Это, кстати, первый мяч Георгия в Дании. Давайте его с этим поздравим. Ну и вторая голевая атака, где тоже фактически, ну, если не голевой пас, но предголевая передача, вот о чем мы стали с вами говорить, что важно тоже отмечать. Вот здесь как раз-таки Георгий стартанул, что надо, посмотрите, со своей половины поля, пробежал до чужой штрафной. И именно эта ситуация помогла создать Копенгагену большинство в чужой штрафной. Георгий в итоге обыгрался с партнером, и партнер уже туда во вратарскую прострелил, и дело закончилось голом. 2-0 Копенгаген повел, казалось бы, ну все, игра сделана, игра решена. Ну и второй гол здесь, безусловно, его ошибка, потому что именно его футболист убежал, сыграл головой и отправил мяч в сетку. Вы видите, что, в принципе, все другие футболисты были закрыты. Ну и, к сожалению, Копенгаген после этого еще третий мяч пропустил. Но вот в третьем эпизоде Георгий как раз-таки со своим футболистом играл. Здесь уже была ошибка партнера по команде. В итоге 2-3, но, тем не менее, Георгий забил первый мяч. Давайте его с этим поздравим. Ну и последнее, это забитый мяч Отара Китаишвили. В принципе, уже ничего удивительного. Он постоянно забивает за штурм. Но здесь был очень непростой матч. Там было у команды удаление. Отар забил с пенальти, как он это любит делать. В общем, подтвердил свой класс в чемпионате Австрии. Давайте посмотрим еще в заключение на его статистику. Ну, в общем, здесь, наверное, тоже нечего добавить. Я думаю, что у Отара есть все шансы оформить себе еще один чемпионский титул в Австрии.
Друзья, на этом сегодня все. Было очень насыщенно, очень информативно. Я надеюсь, что вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, оставьте ваш комментарий, какой из забитых мячей или какой из эпизодов вам запомнился больше всего. Но я повторюсь, что следующий выпуск будет уже совершенно точно из Еревана, где я буду вас готовить к предстоящим матчам Армения-Грузия, которые, я уверен, будут очень жаркими. Поэтому до новых встреч.